Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала «Новый день». Ну а пока я буду рассказывать, что произошло у Оксаны во влоге. Вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И если вы считаете, что этот обзор заслуживает большего количества просмотров, активнее ставьте лайки. Говорят, что лайки продвигают видео. Ну и, конечно, я буду очень вам благодарна, если вы поделитесь этим обзором со своими друзьями. Ну а мы переходим к влогу канала «Новый день». Приедет Вова с девочкой своей, как выразилась Оксана, и поэтому они вместе с Юрой, Оксана и Юра, идут в Ашан. Ну, понятное дело, подумала я, надо что-то купить к столу. Возможно, и подарок тоже надо бы все-таки Вове подарить и его девочке. Но, забегая вперед, могу сказать, что подарок не купили толковый. Да, купили такое, что подарком сложно очень назвать. Но Юра считает, что действительно он купил такой классный подарок своему сыну, что прям ах. Но об этом чуть позже. Говорит Оксана, все на скидках. Думаю, интересно, как это так, на скидках все. Ну, действительно, очень много скидок в магазине. И в основном скидки на тот товар, который уже никто не купит толком. Да? Предновогодний какой-то, какие-то елки, какие-то еловые ветки, какие-то новогодние игрушки, ну и прочее, да. Весь новогодний товар, будем так говорить, он продается со скидкой. Но Оксана считает, что все на скидках. Угу. Увидела она бомбочки для ванн и говорит, это бурлящие шарики. Я такое выражение еще не слышала, чтобы, в принципе, такое словосочетание было, да, бурлящие шарики. Ну, а во-вторых, как можно бомбочки для ванн назвать бурлящими шариками? Ну, хорошо, хотя бы не кружочками. Это очень хорошо. А ведь Оксана может и кружочками назвать шарики. Да, почему бы и нет. Это Оксана, она еще и не то может. Как выяснилось, эти самые бурлящие шарики, да, эти самые бомбочки для ванн, очень любят Андрей и Ваня. Думаю, вот это да. Во-первых, откуда Оксана знает о том, что любит Андрей? Ну, понятное дело, возможно, она знает, что любит Ваня, потому как Ваня ребенок. Возможно, в разговоре с Леной когда-то проскакивало это, да. И Оксана это запомнила. А про Андрея откуда она столько знает? Вот вы знаете, Андрея мы не видим, не слышим. Ну, хотя иногда где-то там на заднем плане вроде как он, видно, пробегает с балкона на кухню и в обратном направлении. И когда слышим голос, то ли Андрея, то ли папы Лены, то ли еще чей-то голос. Но да, будем считать, что голос Андрея мы слышим. А тут вот прям Оксана знает, что любит Андрей, да. Это вообще что-то с чем-то. То она любит Агушу точно так же, как ее и Андрей любит. Теперь вот эти самые бомбочки для ванн Андрей любит. А интересно, знает ли Лена, что любит Юра? Вот очень интересно. Единственное, помнится, мне Лена говорила про Юру, то, что вот Юра не любит ничего нового, да. И любит он старые фильмы смотреть. Ну, что-то вроде этого, да. Но не более того. Какими бомбочками для ванн любит пользоваться Юра. Ну и прочие какие-то интимные подробности, да. Какой там гель для душа предпочитает Юра. Я думаю, вряд ли Лена знает. Но вот Оксана знает все про Андрея. В общем, эти вот взаимоотношения между членами семьи очень странные. Ну, а Юра ходит по этому магазину и говорит, вот моя мечта исполнилась. Думаю, интересно, какая у тебя мечта? А оказывается, весьма непритязательная мечта. Просто погулять по полупустому Ашану. Вот видите, какие приземленные мечты у Юры. Но могу сказать, что действительно, да, мечта осуществилась. Юра говорит, уже нет того ажиотажа, который был перед Новым годом. Теперь вот действительно полупустой магазин. Юра счастлив, что он может разглядеть весь товар, и никакие люди ему не мешают. В общем, Юра счастлив. И вы знаете, я не удивлюсь, если именно вот это вот желание Юра загадал на Новый год, да? Походить по полупустому Ашану. Оксана ходит, снимает товар, цены и говорит, вот тут такие вот алкогольные напитки, говорит, мы в свое время их не оценили. Где-то они были на отдыхе. Я так понимаю, речь шла про Оксану и Лену. А потом, говорит, когда приехали домой, увидели точно такие напитки в магазине, увидели стоимость этих напитков. И говорит, вот, да, поняли, что надо было оценить эти напитки. В общем, Оксана несет какой-то бред, в принципе, как и всегда. Подошли они к фруктам и овощам.
И Оксана увидела там хурму, увидела лич и говорит, вот хурма. Юра хурму на балкон выносит зимой, потом ее употребляет. Почему сказать, что он ее ест? Такое ощущение, что сейчас Оксана говорила про какие-то спиртные напитки, а не про хурму. И вообще, почему бы не взять хурму сорта Шарон? Разновидность хурмы Шарон. И не надо было бы ни на какие балконы зимой этот самый Шарон выносить. Ну, Оксана продолжает ходить с камерой по магазину, и ей надо о чем-то говорить. Понятное дело, почему? Потому как, насколько я поняла, вся закупка была совершена за счет Юры. Оксана только как группа поддержки была, если так можно выразиться. Она ходила, она смотрела, что где продается, по какой цене. И когда-никогда Юра попадал в кадр и переговаривала с Оксаной так вот с Юрой. Ну и, в принципе, все. И, кстати говоря, когда расплачивался Юра на кассе самообслуживания, то расплачивался только Юра своей картой. Почему? Наверное, потому что сын Юры приедет. Это же не их совместный ребенок, да? Не их общий ребенок. Поэтому вот Юра сам должен все оплатить. Вообще у них, да, бюджет, понятное дело, раздельный. И в этот раз, в этом влоге это было как нельзя лучше показано зрителю. И я особо не удивлюсь, если Оксана оплачивает аренду за проживание в квартире Юры. К тому же Юрий оплачивает. И интересно, если это действительно так. Как Юра, какие санкции применяет Юра к Оксане за просроченный платеж? Вот очень интересно. Выгоняет, наверное, ее на улицу. И, наверное, именно поэтому Оксана достаточно часто свои влоги начинает из машины. Скорее всего, она там и ночует в той машине. Но это, конечно, шутка. Юра заметил, что какой-то мужчина набрал помидоров и не взвесил их. И пошел, я так понимаю, к кассе. И Юра спрашивал, тут что делать? Сказать ему, чтобы он взвесил или не сказать? Как быть? Оксана говорит, ну что бы вы сделали, зрители, на месте Юры? Сказали бы этому мужчине, что надо помидоры взвесить или не сказали бы? В общем, да, Оксана пытается как-то увеличить количество комментариев. Я уверена, что ей абсолютно наплевать на мнение зрителей, что они там считают относительно того, надо было бы этому мужчине что-то говорить или нет. Ей просто нужно побольше комментариев. Вопрошает Оксана, как вести в ситуации? Что вести? Кого вести? Куда вести? Непонятно. Опять же, где не надо, Оксана говорит лишнее слово. К примеру, сколько много здесь помидоров, да? Почему не сказать, сколько здесь помидоров? Или как много? Нет, сколько много, да? Вот лишнее слово одно у Оксаны в этой фразе есть. Вот сколько много. А здесь почему Оксана не добавит одно нужное слово? Как вести себя в данной ситуации, да? Нет, как вести в ситуации? Ох, Оксана. Но вообще, вы знаете, у Оксаны, как выяснилось, есть тоже мечта, да. И все вот мечты почему-то выясняются в Ашане, да. Мечта у Оксаны очутиться летом. Опять вот Оксана не дополнила предложение. Где очутиться летом? Когда очутиться летом? Зачем ей там где-то надо очутиться летом? Непонятно. Но вот мечтает очутиться летом. Вот так. Вот такая вот мечта у Оксаны. Своеобразная, в принципе, как и сама Оксана. Ну, я так понимаю, речь идет о Таиланде, и Оксана как можно скорее мечтает там уже очутиться в том самом Таиланде. То есть она там хочет оказаться как можно скорее. Ходит Оксана дальше по этому магазину, говорит, вот, все есть в магазине. Люди всего набрались. Вот так. Хорошо, что не сказала, что просто люди набрались. Согласитесь, это выражение кардинально поменяло бы свой смысл, да? Хорошо, что Оксана тут сказала, люди всего набрались. Уже хорошо. Но тоже как-то корявенько это все, правда? Очень коряво и косноязычно Оксана. Уж не знаю, почему так, но тем не менее, что есть, то и есть. То ли в детстве с ней никто не занимался, то ли она сама, когда уже поняла, что она не так говорит, она решила не тратиться на услуги педагога. То ли она считает, что она правильно все говорит и не замечает за собой каких-то таких вот нелепых слов и выражений. Я не знаю, но тем не менее, вот что слышим, то слышим. Пришла Оксана в сладкий отдел. Да, именно так Оксана и обозначила кондитерский отдел.
Сладкий отдел. Ну, видимо, есть какие-то сладкие отделы, соленые, горькие, кислые. Я не знаю еще, какие там отделы, по мнению Оксаны, в магазине. И говорит, вот есть тортики, но их мало, да. И выбрали в итоге они киевский тортик, небольшой, да. И сказали, что это очень даже хорошо, что небольшой тортик тут вот остался киевский. Почему? Потому как каждому по кусочку. Представляете? Вот это жадность, подумала я. Это скупердяйство. Это даже не знаю, как назвать. Будет Вова, будет его девушка, ну и Оксана с Юрой. 4 взрослых человека. И такой малюсенький тортик. Но вдруг кто-то захочет еще один кусочек тортика. На это расчета нет? Вообще как-то, вы знаете, некрасиво по отношению к Вове. А что подумает о Вове и о его папе, ну и об Оксане, соответственно, эта самая девушка. Как они будут выглядеть все трое, да, в глазах этой самой девушки. Об этом ни Юра, ни Оксана не подумали. Ни о своем имидже, ни о имидже Вовы не подумали. Они подумали только о своем кошельке. И опять же, я не думаю, что тортик побольше, пусть даже тот самый киевский. Он стоил бы намного дороже, чем вот этот вот тортик, который они купили. Конечно, кошмар какой-то. Но надо отдать должное Юре, он еще взял конфетки с коньяком. Во как. Ну, хотя бы так. Кому не хватит тортика, тот еще поест конфетку с коньяком. 2 в 1. Почему бы и нет? И конфетка, и коньяк. Ой. Ну, а Оксана-то пошла еще дальше. Она заявила, хватит есть вообще. Действительно. Зачем есть? Зачем угощать гостей? Гости, наверное, по мнению Оксаны, должны сами прийти со своей едой к ним. Ну, а почему бы нет? Помните день рождения на даче? Гости сами пришли со своей едой и сами там плов тот готовили. Гости были на самообеспечении. Да, почему бы и нет? Наверное, Оксана так считает, что кто к ней приходит, тот должен прийти со своей едой. А если Оксана с Юрой кому-то в гости придут, то там их должны угощать. Ну, наверное, именно так Оксана и считает. А когда Оксана подошла к мясному отделу, увидела, какой выбор колбасы там, заявила, что вот выбор такой, что глаза ни на какой колбасу не смотрят. Ни на какой колбасу глаза не смотрят. В который раз убеждаюсь, что у сестер что-то с глазами и со зрением. То у Лены глаз падает, то у нее глаз убегает куда-то у той самой Лены. А когда Лена потратит много и купит мало, приходит домой, смотрит на малый набор продуктов, которые она купила за огромное количество денег, как сказала бы Лена. Она говорит, тут видеть нечего. Не смотреть не на что, а видеть нечего. А у Оксаны своя беда. У нее глаза ни на какой колбасу не смотрят вообще. Несмотря на то, что там, конечно, выбор огромный. Юра выбирает шампунь, один, другой, третий, открывает, нюхает, что ему нравится, что-то не очень. И говорит, вот этот шампунь вкусный или нет? Думаю, что, пить его, что ли, собрался? Он дает понюхать Оксане, Оксана говорит, вкусный шампунь. Ну, думаю, хотя бы так. То есть приятный запах, да, у шампуня. Рассказывает Оксана о том, что вот из Таиланда она привозила корейские маски. Думаю, это как? Может быть, все-таки тайские какие-то были маски из Таиланда, не? А из Кореи ты заказывал себе корейские. Но нет, у нее из Таиланда корейские маски привезены. В общем, да, Оксана в своем репертуаре. Юра стал выбирать одеколон себе и говорит, вот этот одеколон с детства. Может быть, из детства, а не с детства. Но что у Юры с детства тот самый одеколон, что у Оксаны с детства. Кошмар какой. Оксана вспоминает о том, как она духарилась на дискотеку одеколоном папы. Ох, лучше бы ты молчала, подумала я. Ужас какой-то. Как ты разговариваешь, Оксана? И зачем нам такие подробности знать? Ну, видите как. Вспоминает что-то с детства Оксаны. Какие-то у нее есть воспоминания с того самого детства. Ну, а теперь мы перейдем к тому подарку, который решил сделать Юра своему сыну Вове. Хочет Вове мыло подарить. Даже Оксана была удивлена. Говорит, ты мыло решил своему ребенку дарить? Юра на голубом глазу отвечает, говорит, да, почему бы и нет. Ну, действительно, почему бы и нет, подумала я. Вот у Юры фантазия. Ну, Оксана была рядом, но неужели она не могла подсказать ему?
Ну, как-то непонятно вообще. То ли пожалел Юра денег на более-менее нормальный подарок, то ли Вова попросил подарить мыло. Ну, вариантов-то уйма может быть, правда ведь? Мы же не знаем, что там было на самом деле за кадром. Кто же его знает-то? Но, возможно, свою роль, конечно, сыграла цена. Юра так прикинул цены, посмотрел, что к чему. Ага, подумал, я и так много потратился. Тортик целый купил, да. Поэтому теперь вот самый дешевый подарок. Мыло. Ну вот точно как в том анекдоте. Гости, если вы мыли руки мылом, то чай будете пить без сахара. Вот так. Тут тортик купили, все, теперь вот мыло и до свидания. Ужас. Сразу вспомнился еще один анекдот. Такой, ну, наверное, скорее он относится к разделу черный юмор, но тем не менее. В школе детям говорит учитель труда мальчикам: деточки, приносите завтра на урок труда мыльце и веревочку, будем учиться делать табуреточки. Ну и, кстати говоря, почему не подумали про подарок той девочке? Ведь будет крайне некрасиво, если той девочке не подарить никакого подарка. Очень будет некрасиво. Я уверена почему-то, что Вова и его девушка подготовили подарок и для Юры, и для Оксаны. А тут как их примут? Получается, этот маленький тортик на стол поставят, да, скажут: все, больше ничего нет, вообще хватит есть, Оксана заявит. Юра достанет это мыло, которое он приготовил в качестве подарка, да, скажет: вот тебе, Вова, мыло. Ну и, в принципе, все. Ну и, понятное дело, заберут они те подарки, которые, точнее, примут они те подарки, которые им подарит Вова и его девушка. Все. Представляете, как эта девушка будет смотреть на Юру и Оксану? Какими глазами? У нее глаза из круглых станут квадратными. И я так думаю, что вряд ли она захочет еще хотя бы раз прийти в гости к Юре и Оксане. А возможно, вы знаете, на это и расчет. Возможно, не Юра, и уж тем более Оксана не особо хотят, чтобы, простите, Вова приходил к ним часто в гости, уж тем более с этой самой девушкой. Кто его знает? Юра и Оксана настолько жадные, что, скорее всего, они делают специально это все. Для того, чтобы как можно реже видеть Вову со своей невестой. Оксана еще походила по магазину, говорит: вот здесь есть защитные средства. Да, средства. Говорит: но я их не буду брать. Мол, у меня их и так достаточное количество. Ну, хотя бы так. А потом Оксана заметила, что машинка у них отстиралась. Вот теперь я думаю, все уже, как говорят про людей, да, мол, отмучился. То есть все, машинка уже не подлежит ремонту? Или что Оксана имела в виду? Отстиралась машинка, все. Или она была заляпана, грязная была машинка, возможно, в пятнах каких-то. И вот она отстиралась, эта машинка, теперь она чистенькая. Я не знаю, я Оксану, честно слово, понять не могу. Что она имела в виду, не понять. Ну, вот таким получился у меня обзор влога канала «Новый день». Если он вам понравился, то ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!